В этом видео я хочу поделиться своим видением того, как можно сделать разделочную доску. Как сделать разделочную доску из дуба, бука, ясеня, граба, вяза или любого другого дерева. Как ее можно украсить гравировкой, инкрустацией и выжиганием. Также я хочу сделать шаблон доски, чтобы можно было делать копию одной и той же доски, чтобы поставить ее на поток. И это может быть своеобразная бизнес-идея. Сегодня я не буду делать клееных досок, как это или это, а сделаем доску из массива дерева. В данном случае у нас будет вяз, и попробуем ее украсить разными способами и, возможно, придумать какую-то тематику, например, новогоднюю. Как я делал эту и эту доску, уже есть видео на нашем с сыном канале, а как я буду делать вот эту, я как закончу, обязательно вам покажу, будет новое видео. Так что подписывайтесь на канал и давайте будем делать доски. Есть у меня подходящая доска для этих целей. Она из вяза. Я ее уже предварительно прогнал через рейсмус, так как своего рейсмуса у меня нет, то я возил его в столярный цех, и мне ребята помогли это сделать. На этой доске мы видим некоторые дефекты, которые помешают нам сделать полноценную доску, но подскажут нам, где мы можем сделать, например, отверстие под ручку. Вообще в производстве досок я руководствуюсь принципом «не навреди». То есть вот на этой доске нам сама природа подсказала, где что можно сделать. Мы должны это просто подчеркнуть, или если мы не можем это подчеркнуть, мы можем это убрать. Мы видим, что с этой стороны доски доска немножко дала трещины, поэтому эту часть нам надо вместе с сучком убрать. Теперь для наглядности попробуем разметить, сколько досок у нас может получиться, чтобы понимать, в каких пределах нам работать. Я здесь вижу одну доску, вторую, третью и кусочек четвертой, который мы крайний сделаем по трафарету. Чтобы понять, насколько глубоко ушла эта трещина, пробуем немножко расковырять, чтобы понять, насколько нам нужно делать глубокий разрез. Ну вот мы видим, что она не особо глубокая. Поэтому мы можем обойтись вот таким вот шаблончиком от коробки бумажных салфеток, который идеально нам закрывает эту дырочку. Вот мы получили такую форму для нашей будущей ручки, которую мы будем вырезать. Точно так же мы поступим и с вторым дефектом на нашей доске. Вот что у нас получилось. Теперь нужно прорисовать внешний край наших будущих ручек. Теперь с помощью такого трафарета сделаем основные изгибы тела доски. В нашей первой доске мы получили вот такую вот форму. Продолжим и рисуем теперь низ доски. Здесь скос пошел немного внутрь, поэтому нам нужно немножко отступить, чтобы край получился красивым. Теперь берем линейку и соединяем низ и верх доски. С одной стороны и с другой стороны. На следующей доске у нас есть где разгуляться, поэтому мы сделаем ручку немножко подлиннее. Теперь, так как мы хотим сделать эту и эту доску по шаблону одинаковыми, обрежем эту часть и вычтем ее отсюда, чтобы сделать вот эту вот нашу доску максимально длинной.
Теперь размер нашей доски получился где-то вот такой. Рисуем низ доски и приступаем к вырезанию. Перед тем, как вырезать отверстие под ручки, сверлим отверстие, чтобы мы могли туда зайти лобзиком. Берем лобзик и пилу для фигурного реза. Вот. И у нас получилось, что вот здесь вот осталось небольшой дефект, который нам придется убрать. Теперь отрезаем вот эту вот часть доски, чтобы нам было удобнее работать с вот этой. Сверлим отверстие под лобзик на следующей доске. Раз и второй. И вырезаем. Здесь вот лобзик с той стороны пошел под углом, и получилась у нас вот такая вот нехорошая зазубринка. Придется ее убирать шлифованием. Отпиливаем нашу следующую будущую доску. Осталось нам еще вот эти вот части обрезать на этой доске, и можно считать, что она закончена. Каркас ее закончен. Одна сторона готова. Все, выпилили. Приступаем к второй доске. Закрепляем ее струбцины и обрезаем этот край. То же самое с этим делаем. И теперь продолжаем выпиливать лобзиком. Все, вырезали. Переходим к шлифованию. Берем ленточную шлифмашинку, устанавливаем ее под углом 90 градусов, ставим подкладку и начинаем сглаживать всякие вот такие вот неровности, которые получились после лобзика. Но перед этим подключим пылесос. Готово. Убрали неровности и получили вот такой вот край. Делаем другую. Пришлось сделать вынужденную паузу, так как вот этот друг вышел из строя. Но надо отдать должное производителю, в течение нескольких дней он не устранил проблему по гарантии. Так что продолжаем. В местах, куда нельзя подобраться шлифмашинкой, делаем вручную. И с помощью вот таких вот насадок на шуруповерт. Долго не мог найти такую вот насадку на шуруповерт, чтобы шлифовать в труднодоступных местах. И сделал сам, даже не поверите из чего. Не из трубки, два буквально элемента нужно и две манипуляции. В следующем видео, смотрите, обязательно расскажу. Продолжим шлифовать в этих местах.
Я полностью отполировал края этой доски. Теперь переходим к фрезеровке. Скругляем обкаточной фрезой наши края, торцы и переходим к дальнейшей обработке этой доски. Теперь фрезеруем внутреннюю часть нашей ручки. Ручка с этой стороны готова. Переворачиваем. И продолжаем. Эта сторона готова. Переворачиваем обратной стороной и делаем ту же самую манипуляцию с обратной стороны. Скругляем края в ручке. И фрезеруем края низа доски. Таким образом получили вот такую вот досочку. Переходим к шлифовке. Начинаем со 150-го шлифовального круга, потом 240-й, 500-й и 800-й. Поехали! И вот уже после черновой обработки 150-й шлифовальной бумагой мы видим, что наша доска приобрела уже свои формы. И на этом этапе, в принципе, можно было бы остановиться, если бы не одно «но», которое меня смущает. На этой и на этой доске мы имеем вот такие вот сучки, маленькие трещинки и дефекты, которые я бы хотел как-нибудь убрать. Сейчас попробуем с помощью вот таких вот брусочков спрятать эти дефекты и придать какой-нибудь эстетический вид, добавив какой-то узор из этих вот брусочков маленьких. Высверлим с помощью перьевого пера отверстия под эти наши вставочки. Можно попробовать сделать такие вот ромбики. Как раз, мне кажется, они будут здесь красиво смотреться. Для этого высверлим еще вот этот сучок. И попробуем посмотреть, что у нас получится с этим. Лучше это было, конечно, сделать сверлом Фостнера, но, к сожалению, у меня его нет. Чтобы не оставлять пустоту внутри доски, вот эти вот отверстия, которые получились от центра перьевого сверла, мы рассверлим обычным сверлом, вставим туда шкант и поверх этого наклеим кусочек вот этого вот брусочка. Вот такая вот получилась у нас композиция. Точно так же, как мы делали с маленьким нагелем, делаем с большим нагелем. Нарезаем на небольшие шайбочки и будем устанавливать и закрывать эти отверстия. Такая вот таблеточка получилась у нас. Нам нужно таких для начала 3 штуки. Теперь с помощью этих шайбочек закрываем вот эти вот отверстия. Снова повторяем процедуру, добавляем клей, размер и устанавливаем шайбочки. Чтобы они больше выделялись, разворачиваем их против роста волокон. Так. И вот так. Здесь не так много дефектов, поэтому попробуем повторить процедуру аналогично. Попробуем использовать нагель меньшего диаметра и другого цвета, чтобы наши эти вставки были более контрастными. Высверливаем отверстия в местах дефекта и смотрим, что у нас получается. Хоть вот это и не сильно дефект, но мы его высверлим тоже. Просверлив отверстие, мы видим, что у нас получается такой своеобразный изгиб. Попробуем расчертить, добавить еще немножко отверстий, чтобы получился просто такая вот как бы волна. Надо немножко эту сделать не такую выпуклую. И
получили такой вот способ. Делаем несколько отверстий для того, чтобы установить дополнительные нагели. Получили такую вот волну. Теперь добавляем клей, нарезаем нагели и устанавливаем. Имеем нужное количество бочонков под каждое отверстие. Теперь берем клей, добавляем его в каждое отверстие и устанавливаем наши бочонки. Убираем лишний клей и даем ему немножко засохнуть. А тем временем на этой доске клей уже застыл. И с помощью японской ножовки удалим излишки, которые торчат из доски. Есть у меня одна идея. С помощью вот такого вот трафарета, который идеально повторяет вот эту вот нашу конструкцию, сделать какое-то подобие скрипичного ключа. По этому изгибу мы добавим коричневый нагель. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как замерять и размечать вот такие вот неровные изгибы. Буду вам очень признателен. И дабы не расходовать лишний нагель, вернемся опять к этой доске, где клей уже застыл, и берем лишний нагель. А пока добытый нагель установим вот в эту доску. Вот получили вот такой вот узор. Собирался оставить вот эту доску с этой стороны так, как она есть, но решил просто высверлить сучки и вставить в них кусочки нагеля, чтобы попробовать их скрыть. И, возможно, как-то обыграем с этой стороны. Поэтому высверливаем сучки. Получился вот такой вот узорчик. Попробую приклеить сюда нагель и посмотрим, что у нас получится. Берем клей и потихонечку приступаем. Готово. Вот здесь вот в этих больших нагелях хочу еще просверлить отверстие и установить такого же цвета темные маленькие нагели. Просверлил отверстие, и теперь самое время установить нагели. По-моему, неплохо. На этой доске клей уже полностью высох, поэтому мы можем переходить к шлифовке. Пока будем шлифовать, подождем, пока клей на другой доске высохнет. Отшлифовал. Вначале прошел 60-кой, потом 120-кой и закончил 240-кой. Сейчас сделаем то же самое со второй доской и будем переходить к вскрытию масловоском. Итак, отшлифовал эти доски максимально 240-й наждачкой и переходим к самому волнующему этапу. Это вскрытие масловоска. Перед этим хочу попросить вас, чтобы вы написали в комментариях, какая из этих двух досок вам нравится больше, маленькая или большая. Буду очень признателен за комментарий. И приступаем. Переворачиваем на обратную сторону и продолжаем. Переворачиваем. Итак, на выходе у нас получились вот такая вот доска и вот такая вот доска.
с этой стороны она вот такая, а эта с этой стороны вот такая. То есть, благодаря тому, что мы просто удаляли дефекты и добавили какой-то узор, мы смогли получить такую вот форму. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарий, понравилось вам это видео или нет. А в следующем видео я вам покажу, как сделать две абсолютно одинаковые доски по вот такому вот шаблону, чтобы сделать абсолютно одинаковые доски. А еще через видео я вам покажу, как из такой обычной доски по шаблону сделать вот такую вот. До скорых встреч!